Маленький комочек счастья прятался в кустах, и его тело дрожало с бешеной скоростью. Он оказался брошенным и никому не нужным. Очень хотелось есть, и было безумно страшно. Мимо его укрытия была расположена трасса, по которой ездили автомобили. Их звук пугал малыша, и тому казалось, что сейчас его крошечная жизнь оборвется. Но судьба этого щенка распорядилась иначе. Геннадий понял, что пора вставать, как только робкие лучи солнца прониклись сквозь свободно задернутые шторы. Несмотря на то, что это был его выходной, мужчина решил быть продуктивным, а не лежать в постели до полудня. Он хотел пойти в хозяйственный магазин, чтобы купить строительный материал для ремонта своего захудалого дома. Гене было 35 лет, он жил один, но за его плечами уже был неудачный брак. Мужчина был очень добрым и положительным человеком и на все свои неудачи смотрел с улыбкой на устах. Его брак с Дианной был обречен на провал с самого начала, но это стало ясно только через 5 лет их совместной жизни. Целью и желанием молодых людей оказались слишком разными, чтобы они могли вместе обрести семейное счастье. Генка мечтал иметь детей, в то время как все, чего хотела Диана, это жить богатой жизнью и чтобы супруг удовлетворял все ее капризы. Именно Диана инициировала развод, когда полностью разочаровалась в жизни своего мужа, дворника. Гена не мог обеспечить ее большими деньгами, потому что жили от зарплаты до зарплаты. Поскольку у пары не было детей и большого имущества, которое можно было бы разделить, развод был относительно безболезненным. Оставшись холостым и беззаботным, мужчина направил всю свою энергию на работу, чтобы отвлечь себя от грустных мыслей и чувства одиночества. И теперь, вместо того, чтобы бесцельно сидеть перед телевизором в выходной день, Геннадий решил продуктивно использовать это свободное время. Хозяйственный магазин был расположен примерно в километре от дома мужчины, и небольшая прогулка утром была как раз подходящей для него. Внезапно внимание мужчины привлек скрипучий звук. Сначала Гена подумал, что звук исходит из соседнего магазина, где группа подростков демонстрирует свои новые смартфоны. Но, прислушавшись внимательнее, мужчина понял, что таинственный звук исходит от аккуратно подстриженных кустов сирени. Генка нагнулся и осторожно раздвинул ветки. Чей-то маленький, мокрый носик тут же коснулся его руки. «Ух ты, так! Это же щенок!» — воскликнул мужчина, вытаскивая животное из кустов. Щеночек дрожал от страха и смотрел на Гену своими сверкающими глазками-бусинками. В шерсти щенка застряли куски грязи и мусора, что свидетельствовало о том, что он довольно долго жил на улице. «Ты, наверное, голодный малыш. Пойдем домой, я тебя накормлю», – прошептал Генка, меняя свои планы на месте. По дороге домой мужчина купил щенку молока и собачьего корма, специального для щенков. Геннадий засунул щенка внутрь куртки, и они быстро направились в сторону дома. По дороге Кроха успел согреться и уснуть, ощущая теплый ритм сердца человека. Когда они пришли домой, Генка взял свою старую куртку и сделал из нее своеобразную кроватку для щенка, а затем направился и приступил к приготовлению ужина для маленького животного. Понюхав теплое молоко, собачонка тут же проснулся и начал пожирать лакомство с довольным ворчанием. Животное ело так жадно, что Гена не мог сдержать слез. Ему стало безумно жалко это маленькое существо, и в то же время радовалась душа от того, что он вовремя его нашел и приютил. Маленький питомец отошел от миски только тогда, когда его заметно округлевшие бока стали напоминать мяч для регби. «Ну вот, уже лучше. А теперь немного отдохни, и я скоро тебя искупаю», — сказал Геннадий с улыбкой. Щенок громко лаял и вилял своим маленьким хвостиком, как бы выражая свое согласие и благодарность. Хозяин решил назвать его Чипом, в честь одного из героев мультфильмов, который ему нравился еще с детства. Появление щенка в жизни одинокого мужчины изменило его в лучшую сторону. Теперь Гена спешил домой после работы, чтобы накормить Чипа и вывести его на прогулку в парк. Чип любил гонять голубей и лаять на белок, которые дразнили его, прячась высоко на деревьях. Благодаря хорошему питанию и правильному уходу песик рос как на дрожжах. Глядя на то, как его лапы и тело становилось сильнее, Геннадий заметил, что это будет крепкий пес. И правда, Чип не просто вырос большим, но и умным. Собака никогда не лаяла без причины, поэтому человек знал, что Чип его не подведет, гуляя среди людей. Но больше всего Чипу нравилось играть в бейсбольный мяч, который он приносил своему хозяину после каждого броска. Дни пролетали очень быстро, превращая Чипа в высокого, худощавого, красивого пса с длинными ногами и мощной грудью.
При виде этих двоих люди на улице одобрительно поднимали большие пальцы вверх и наблюдали за ними завистливыми глазами. Чип оказался очень счастливым, живя в теплом доме с любящим хозяином, и даже не догадывался, какие задания его ждут впереди. Как мы все знаем, неприятности всегда приходят внезапно. В тот роковой день шел сильный дождь, поэтому Геннадий решил поехать на работу машиной. Словно чувствуя, что случится что-то плохое, пес начал без причины лаять и пытался оттолкнуть хозяина от двери, чтобы тот остался дома. «Что ты делаешь, Чип?» – возмущенно произнес Геннадий. «Я скоро буду дома, съезжу только ненадолго забрать некоторые бумаги», – сказал хозяин, поглаживая собаку по холке. К сожалению, люди не могут почувствовать, что их питомцы пытаются предупредить об опасности, подавая странные знаки. Когда Гена сел в свой старенький форд, Чип поднял голову к небу и жалобно завыл, словно сообщив соседям о неминуемой опасности. Наблюдая за тем, как машина хозяина уезжает, Чип послушно пошел и лег у двери, ожидая возвращения своего человека. В то утро все было против мужчины. Сочетание скользкого, пропитанного дождем асфальта и пьяного водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу, было очень неудачным. Несмотря на то, что столкновения они избежали, в самый последний момент Форд Гены все-таки влетел в кювет и несколько раз перевернулся. Это выглядело настолько ужасно, что прибывшие на место аварии спасатели усомнились в том, что владелец изуродованной машины вообще жив. Но когда Геннадия вытащили из машины, оказалось, что он дышит. Прекрасно. Понимая, что каждая минута на счету, медики немедленно подключили пострадавшего к аппарату искусственного дыхания. В тот день хозяин Чипа так и не вернулся домой. Гена не вернулся и на следующий день, и все последующие. Так прошла уже целая неделя. Все эти дни пес ел собачий корм, который хранился в большом мешке на заднем дворе. Он был неплотно обвязан, поэтому Чип своей мордой смог с легкостью его раскрыть. Соседи, постоянно слушая вой собаки, заподозрили неладное и решили наведаться к Гении. Когда они поняли, что мужчина пропал, стали подкармливать Чипа, но он беспокоился не столько о еде, сколько о своем хозяине. А в это время Геннадий лежал в реанимации, находясь в коме, вызванной черепно-мозговой травмой, которую он получил в автокатастрофе. Поскольку Генка был сиротой, только люди в белых халатах заботились о нем и помогали прийти в себя. Время шло, а мужчине, казалось, не становится лучше, поскольку поддерживает жизнь. Пациенту становилось все сложнее. Зав. Отделением предположил, что, возможно, пришло время отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Конечно, врачам нелегко далось это решение, но, тем не менее, в больнице было много других пациентов, которые также нуждались в лечении, и поэтому врачи не могли продолжать тратить столько много времени на уход за безнадежным человеком. Из всех работников реанимационного отделения медсестра Марина была единственной, кто проголосовал против отключения Геннадия от системы жизнеобеспечения. Она очень привязалась к Гене в то время, когда ухаживала за ним. Марина относилась к нему как к своему покойному брату, погибшему несколько лет назад в аналогичной аварии, не могла допустить лишить еще одного молодого человека шанса на жизнь. К сожалению, мнение одной медсестры не играло никакой роли. А в тот самый момент Чип вдруг почувствовал необъяснимую паническую атаку, которая заставила его взлететь и броситься в сторону шоссе. Соседи в недоумении посмотрели на обезумевшую собаку и покачали головами. Бедняге, наверное, надоело жить в одиночестве, решил сбежать в поисках нового хозяина. Но у Чипа была другая цель. Собака следовала внутреннему зову, который исходил с глубины его любящего сердца. Пес не знал, как ему удалось найти больницу, в которой находился его любимый и добрый Гена. Возможно, это был врожденный инстинкт, а может быть чувство большой любви и благодарности, которое и позволило собаке найти нужное место. Как бы там ни было, Чип ворвался в помещение больницы и стал громко лаять как раз в тот момент, когда его хозяина собирались отключить от аппарата, поддерживающего жизнедеятельность. Врачи застыли в страхе, не понимая, откуда идет этот грозный лай. И только Марина увидела и улыбнулась собаке, мысленно поблагодарив его за решительность. Медперсонал не знал, что делать в такой ситуации, но все поняли, что этот пес пришел за своим человеком и не позволит кому лишить его жизни. Безмолвная сцена длилась около 20 минут, после чего мониторы Геннадия вдруг начали издавать всевозможные звуки и мигать зелеными огнями. «Посмотрите, это просто невозможно. Он просыпается.
Шепот пронесся по комнате, в то время как врачи просто застыли в шоке, словно понимая, что происходит. Чип лизнул руку хозяина и завилял хвостом. Ресницы Гены начали двигаться, а затем он медленно открыл глаза, все еще не в силах понять, что происходит. Мужчина тихо кашлянул и прошептал: «Мне приснился замечательный сон. Я шел по длинному темному лабиринту и не мог найти выход. А потом я услышал лай собаки и пошел навстречу звуку». После слов Гены у каждого человека в комнате были слезы на глазах. А тем временем Чип гордо сидел рядом со своим хозяином, время от времени облизывая ему руку. Инстинкты собаки оказались более правильными, чем мнение врачей и все медицинские анализы. Гену выписали из больницы примерно через неделю. Его питомец был безгранично этому рад. Марина помогала Геннадию на протяжении всего реабилитационного периода. В глубине души девушка была уверена, что сделала правильный выбор в жизни и нашла свою настоящую любовь. Такое развитие событий сделало Чипа невероятно счастливым, так как теперь у него появилось два любящих человека. Стоит отметить, что животные всегда помнят доброту и платят за добро, сделанное им всякий раз, когда у них появляется такая возможность.